Мы приступаем к вязанию рукавчика. Левый рукав я уже связала самостоятельно. Смотрите, на нем вот такие идут красивые ажурные полосы. Рукав полностью расклешенный, то есть здесь нет совершенно никаких убавлений. Как по пройме мы набираем и так абсолютно прямым полотном продолжаем вязать его вниз. Убавляем мы его только в первом ряду манжета. Вязать я буду на спицах номер 4 из пряжи Пехорка Кроссбред Бразилии. Здесь 500 метров в 100 граммах. Вязать я буду в 2 ниточки. Также я постараюсь сделать описание, как рассчитать, например, рукав, чтобы набрать совершенно из другой пряжи, как подобрать рисунок. Все я это постараюсь вам сделать. А пока в мастер-классе мы с вами продолжим вязать вот этот конкретный джемпер. И на спице номер 4 с середины проймы мы будем по кругу набирать петельки. Всего узор у меня включает 26 петелек раппорта. То есть у нас будет их 3. Нам нужно набрать, соответственно, 78 петелек. От низа до плечевого шва мы наберем 39 и потом спустимся вниз, также набрав 39 петелек. На пройму мы с вами закрывали 4 петельки. Здесь, не забывайте, у нас есть с вами одна доп. Петля, ее мы не учитываем. Я понимаю, что здесь совершенно не видно петелек, но постараемся их сейчас найти. Я отсчитываю вот от этого такого небольшого прогальчика. То есть это после него будет 4-я, и вот она 3-я косичка. Вот в нее я и делаю на первую наборную петлю. 1 и 2. Далее нам вот этот зазорчик небольшой нужно закрыть. Я подцепаю полупетлю самого джемпера и теперь переднюю полупетлю из кромочной косички. И провязав за заднюю стеночку, то есть как бы скрещенной лицевой, вывязываю еще одну петельку. Вот и все у нас перекрылось. Все, и теперь смотрите, нам осталось набрать до плечевого шва 36 петелек. Мы будем набирать в кромочные петли, при этом мы будем с вами чередовать прибавления. Смотрите, здесь я сразу наберу еще одну петельку под кромочную, и в следующую кромочную косичку я сделаю прибавочку. Сначала завожу спицу, провязав кромочную. Я знаю, что плохо видно, вот у нас косичка, то есть она первая стеночка и вторая стеночка. Сначала я вхожу, вывязываю петлю за заднюю стеночку, потом вхожу, вывязываю петельку под обе стеночки. Так, из одной кромочной петли мы получили 2 петельки. Далее я вяжу в первую, во вторую кромочную по одной в петле и следующую делаю прибавочку, то есть за заднюю стеночку и под обе стенки. Еще раз также сделаем. 1, 2 и прибавочка. А вот в следующую петлю я сделаю уже прибавку уже через петельку. То есть не 2 раза буду набирать под петлю, а в одну подкромочную и прибавочка. Потом снова через 2 петельки прибавочки, через 2, через 1. И вот так чередуя, я должна набрать всего от начала набора 39 петелек. Если мы будем постоянно набирать через одну петельку, у нас слишком много петелек получится. Если через 2, делая прибавку в каждую, в третью петлю, у нас получится слишком мало. Поэтому вот так варьируя, мы добираемся до плечевого шва. После того, как мы дошли до плечевого шва, я вот так вынимаю спицу для удобства, чтобы потом было легче посчитать. И набираем теперь вниз от плечевого шва и
до нашего петелек, закрытых на подрез. Смотрите, здесь набираю также абсолютно, то есть, например, начиная с того, что вхожу в первую кромочную петлю, вывязываю одну петельку, а во вторую сразу сделаю прибавочку. Потом 2 раза подкромочные петельки, прибавление, еще раз через 2 петли прибавочку я сделаю, а в следующий раз делаю через одну уже петлю, то есть сразу во вторую петельку прибавления, потом еще раз 2 и так далее, добираемся до конца. И еще хотела показать один момент. Уже подходя ближе к нашему подрезу, здесь также будет вот такой вот небольшой прогальчик, и здесь то же самое. Мы подцепаем петельку с самого джемпера и переднюю полупетлю от кромочной и провязываем скрещенной лицевой. И смотрите, как вы помните, здесь было 2 петельки, которые мы закрывали на подрез, и 1 доп. Петля. В нее мы тоже можем сделать набор и ввести ее в общий счет вот этих набранных 39 петелек. Вот. То есть это тоже учитывайте при наборе. После того, как мы набрали общее количество 78 петелек, по 39 с каждой стороны, мы не сразу приступаем с вами к вязанию узора, а подготавливаем, то есть сделаем дополнительный ряд, назовем его нулевым рядом. Смотрите, он у нас включает 3 изнаночных, затем чередуем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, то есть вот это включает 7 петелек, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То есть начинаем с лицевой, заканчиваем лицевой петелькой. Затем вяжем снова 3 изнаночных и заканчиваем 13 лицевыми петельками. И так как у нас набирались петельки везде в основном одинаково, все петли мы сейчас в этом ряду провяжем с вами за переднюю стеночку. Итак, мы начинаем с вами вязать с 3 изнаночных петелек. Вяжем 1, 2 и 3. Затем вяжем 7 петелек и чередуем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. 1, 2, все петли четные, это изнаночные. 3, 4, 5, 6 и 7. Далее вяжем снова 3 изнаночных петли и вяжем 13 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И мы провязали первый раппорт. Всего у нас с вами будет их 3. То есть мы еще раз повторяем вот этот эпизод, который я уже с вами и провязала, и объяснила. И в конце мы должны получить 13 лицевых. И затем мы снова с вами встретимся и начнем вязать как бы первый ряд. И начнем вывязывать наш узор. После того, как мы провязали с вами подготовительный ряд, смотрите, сейчас я на примере вот этого узора попытаюсь вам рассказать, как у нас все будет происходить. Смотрите, вот эта узкая полоса, вот она идет. Это будут здесь у нас участвовать скрещенные петельки. Вот этот широкий узор, вот он будет состоять из обычных лицевых петелек. Они, как вы видите, между собой чередуются. Узкая, широкая, потом наоборот широкая, узкая. То есть достаточно узор прост, несмотря на обилие рисунков. В схеме у меня показаны как четные, так и нечетные ряды. Каждый ряд я с вами буду провязывать, пытаться объяснять сразу подробно, так как петелек у нас в раппорте достаточное количество. 2 раза я его показывать каждый ряд уже не буду. То есть буду повторять от начала до конца, но достаточно подробно. Итак, смотрите по схеме.
До вот этой узкой части у нас всегда будет идти вот эти 3 изнаночных и заканчиваться 13 петельками также лицевыми. И вот между вот этой узкой и широкой также будет идти полосочка из 3 изнаночных. То есть мы с вами уже как бы петельки подготовили, поэтому у нас пойдет все по ним. Итак, первый ряд начинаем вязать с 3 изнаночных. Сейчас потяну. Обратите внимание, провязываем петельки за правую стеночку, если это обычная петля. 1, 2, 3. То есть здесь изнаночную я вяжу за заднюю петельку. Это сейчас очень важно, так как у нас перекрещенные петельки всегда вяжутся не за правую, а за левую стенку, чтобы как бы ее перевернуть, эту петлю. Далее, смотрите, идет вот такой вот элемент. Это 3 петли вместе. И одна из петель, которая будет лежать поверх всего, это перекрещивание у нас будет идти направо. То есть у нас 3-я петля будет перекрещенной. Для того, чтобы провязать петельки направо, первые 2 у нас всегда будут с вами смотреть за переднюю стеночку. То есть за правую стенку, но она должна быть впереди. Вот у лицевой петли уже повернута стеночка. Далее у нас идет изнаночная. Вот она в подготовительном ряду. Мы ее также переворачиваем за переднюю стеночку, пока также переснимаем, как и лицевую. А вот эту лицевую, по идее, мы ее, если 3 вместе по направлению направо, мы ее как бы должны тоже связать за правую стенку. Но у нас должна она быть перекрещенной, поэтому я ее разворачиваю наоборот так, чтобы она лежала как обычная лицевая, чтобы можно было ее провязать за левую стеночку. И вот эти петельки первые возвращаю. И теперь подцепаю и провязываю их все вместе за вот эту стеночку, за переднюю. Это кажется пока все достаточно сложно, потом это все войдет в автоматизм, и я узоры связала на одном дыхании. Тоже для меня, если честно, это все было в новинку. Смотрите, далее у нас идет пустая клетка, это значит нет петли. Далее делаем накид, изнаночная, накид, накид, провязываем изнаночную, также видите, за заднюю стеночку, и снова у нас идет накид. И теперь у нас идет перекрещивание петелек 3 вместе, но по направлению налево. Для этого нам нужно все 3 петли связать как бы за правую стеночку, но так как у нас должна быть перекрещенная петля, первую петлю из них оставляем лежать за заднюю, за вот так вот переднюю стеночку, чтобы когда мы начнем вязать, видите, она у нас получится перекрещенной. То есть пока я также подготавливаю сначала петли. Снимаю первую петлю. Лицевая также остается в том же положении, так как мы будем провязывать наши петельки за заднюю стеночку, а следующую лицевую я разворачиваю, чтобы она также легла за заднюю стеночку. Первая петля у нас остается в положении, чтобы мы ее провязали за левую стеночку. То есть вот в таком. И провязываем 3 петли вместе. Вот и все. И обращаю ваше внимание на то, что сейчас при этой убавлении и при вот этих накидах у нас осталось только 5 петелек. А вот во втором четном ряду мы это компенсируем убавление. То есть без второго ряда у нас с вами не получится возобновить то количество петелек, которые мы сейчас убавили. Но это будет происходить только вот в этом моменте. Оно у нас будет повторяться 3 раза. Раз, два, три. То есть, видите, все основано на повторении. То есть, провязав вот этот первые 4 ряда, мы его еще раз просто повторяем 3 раза, а потом они между собой меняются местами. Вот. Ну, это такое отступление, извините, небольшое. И смотрите, после вот этих перекрещенных петелек у нас идет 3 изнаночных. Их провязываем за заднюю стеночку, как обычные петельки. И далее у нас идут, мы дошли до 13 лицевых петелек. Первые 4 петли мы должны провязать вместе по направлению
вправо. И так как это обычные петельки, у нас здесь не будет совершенно никаких перекрещенных петелек, все петли мы провязываем одной петлей за переднюю стеночку. Можно провязать спицей, мне не всегда это удобно, и я ввожу крючок. Крючок у меня 1,5, вот так вот сквозь все 4 петельки я прохожу и вытягиваю петлю. Вот и все. 4 петли вместе связали. И теперь мы делаем, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 накидов. И между ними провязываем по одной лицевой петельке. Я считаю только накиды. Мне так удобно. 1 лицевая, 2 лицевая, 3 лицевая, 4 лицевая, 5 лицевая и шестой накид. После него у нас лицевой нет. И вот это значок у меня обозначает 4 петли вместе с наклоном налево. Здесь чуть-чуть легче вязать. Смотрите, мы снимаем 3 петли как лицевые за переднюю стеночку. Вот на эту спицу. Смотрите, за переднюю стеночку. 1, 2, 3. И следующую 4-ю петлю провязываем лицевой. И по очереди накидываю все 3 снятых первых петельки. Вот, то есть вот он, накид остался. И все, наш раппорт начинается сначала. Если вы не все запомнили, вы можете чуть-чуть отмотать назад и посмотреть это еще раз. Потому что, я говорю, это очень долго в объяснении, поэтому я пытаюсь чуть-чуть более сокращенном объеме давать это в видео. Вот. Довязываем, то есть повторяем наш раппорт еще 2 раза и встречаемся во втором ряду. Итак, у нас начинается с вами второй ряд. Мы начинаем его вязать также с 3 изнаночных петелек. 1, 2, 3. Я их провязываю, как обычно, при круговом вязании за заднюю стеночку, то есть за правую стенку петли. Далее, почему я говорю за правую, за левую стеночку? Потому что, чтобы не получить скрещенную петельку, мы петли всегда вяжем за правую стенку. Если это перекрещенная петля, мы петельку провязываем за левую стеночку. Сейчас на примере данного ряда вы почувствуете разницу. Смотрите, вот этот крестик у меня обозначает перекрещенная лицевая петля. То есть, вот по идее мы ее должны провязать за переднюю стеночку. То есть это правая стеночка. Но чтобы получить скрещенную петельку, мы лицевую вяжем за заднюю стенку. То есть у нас, видите, как-то перекрест получается в петельке. Провязали. Далее у нас идет накид, лицевая, накид и лицевая. Лицевую мы вяжем из предыдущего накида за переднюю стеночку, чтобы образовалось отверстие. Далее у нас идет центральная изнаночная петля. Обратите внимание, она идет на протяжении всего вот этого узора. Вот по нему вначале я всегда ориентировалась, то есть сколько я убавила, нигде ли не потеряла петельки. То есть у вас всегда вот эта центральная изнаночная должна сохраняться. Провязали ее. Вот она у меня, видите, ее чуть-чуть не видно, так как ее перетянула накидом. Вот она. Вяжем также за заднюю стеночку обычно. И снова вяжем лицевая, накид, скрещенная, лицевая. То есть в зеркальном отражении. Лицевая, накид и скрещенная лицевая. Вяжем за заднюю стеночку. Далее до вот этих 13 лицевых у нас идет 3 изнаночных. А здесь все достаточно просто. Это обычные лицевые, поэтому все петельки мы провязываем за переднюю стеночку, как при обычном круговом вязании. В том числе и накид я провязываю так вот за переднюю. То есть, но это зависит также от того, как вы делаете накид. Если вы сделали вот так его от себя, то мы вяжем за заднюю стеночку. Я делаю вот таким образом его. То есть у нас обязательно должно образоваться вот это отверстие. Всего у нас 13 лицевых. И, кстати, вот этим
сейчас накидом мы и компенсировали наши недостающие петельки. У нас снова должно участвовать 7 петелек, как было и до того. И повторяем этот раппорт еще 2 раза. Третий ряд. Также начинаем вязать его с 3 изнаночных. 1, 2 и 3. А теперь смотрите, на этих 7 петельках мы повторяем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, но все лицевые у нас с вами будут скрещенными. То есть сейчас я покажу, как это будет выглядеть. То есть при круговом вязании мы, чтобы получить скрещенную лицевую, провязываем ее за заднюю стеночку. Лицевая. Затем накид мы провязываем изнаночной. Вот она лицевая, как бы также вяжем ее за заднюю стеночку, чтобы получить скрещенную лицевая. Вот и это центральная наша изнаночная петля, которую, как обычно, мы провязываем за заднюю стеночку. Снова идет скрещенная лицевая за заднюю стенку, изнаночной петлей провязываем накид. И вот последняя наша 7-я петелька, которую мы также провязываем скрещенной лицевой за заднюю стеночку, то есть за левую стенку петли. И мы с вами доходим до вот этих 13 лицевых, до них у нас идут 3 изнаночных, которые мы провязываем за заднюю стеночку, и затем вяжу просто лицевые, 13 лицевых за переднюю стеночку. И повторяем наш раппорт заново, начиная с 3 изнаночных петелек. И встречаемся затем с вами в 4-м ряду. 4-й ряд у нас является повторением 3-го ряда. То есть мы также начинаем вязать с 3 изнаночных петелек и доходим с вами до вот этих 7 петелек. И снова чередуем лицевая, изнаночная. Вот. И затем 3 изнаночных и 13 лицевых. Смотрите. Напомню, как вязать скрещенные лицевые. Мы провязываем лицевую за заднюю стеночку. Далее вяжем изнаночную петлю за заднюю стеночку. Снова лицевая, изнаночная. Скрещенной у нас является только лицевая петелька, а изнаночные мы провязываем обычной петелькой, как при круговом вязании, то есть за заднюю стеночку. И лицевая. Далее вяжем 3 изнаночных петли и провязываем 13 лицевых. И повторяем наш раппорт заново. И встретимся с вами в 5-м ряду. Смотрите, у нас вот далее рисунок будет повторяться с 1 по 4 ряд. То есть 5-й ряд будет нашим самым началом, то есть вот этим первым рядом узора. Но я с вами еще раз встречусь, чтобы его провязать. А далее вы постараетесь довязать его уже самостоятельно, ориентируясь уже на наши разобранные с вами ряды. 5-й ряд нашего узора. То есть, как я еще раз повторю, он является повторением 1-го ряда. Итак, начинаем также вязание с 3 изнаночных петелек. Затем идет убавочка 3 лицевых с наклоном направо. В этом мы должны первые 2 петельки развернуть за переднюю стеночку, пока их вот так сниму, а 3-ю петлю поворачиваю вот таким образом, чтобы ее можно было провязать за переднюю стеночку, но это была левая стенка нашей петли. Возвращаю предыдущие петли и провязываю их вместе. Затем у нас идет накид, изнаночная, накид. И теперь у нас 3 петли вместе с наклоном налево. При этом перевернутая и перекрещенная петелька у нас будет вот эта первая петля. Ее мы также пока оставляем. То есть вот наша левая стеночка. Мы ее провяжем затем за заднюю. Значит, она у нас лежит правильно. А остальные петельки я переверну так, чтобы их можно было провязать, как обычные петли, за заднюю стеночку. При этом, видите, изнаночную мы оставляем также, а лицевую я переворачиваю, чтобы ее можно было провязать за правую стенку петли. И провязываем 3 петли вместе. Вот у нас получилось перекрещивание. То есть в начале
мы перекрещенной должны сделать третью петлю, а здесь перекрещенной мы должны сделать первую петлю. То есть при повороте направо мы должны провязать петельки за переднюю стеночку, при повороте налево мы должны провязать петельки за заднюю стеночку. Вот, но при этом перекрещенная петелька — это левая стеночка петли. Я понимаю, что чуть-чуть запутанно, вот, но я еще раз повторюсь, вы затем постепенно это все поймете. Далее мы вяжем 3 изнаночных петли, и здесь более традиционно все идет. 4 петельки вместе за переднюю стеночку. Как я говорила, мне очень удобно это делать с помощью крючка. Вот я подцепила и вытягиваю петельку. Почему-то у меня получается, что только одна нить. Вот так. Сделали. И затем нам нужно провязать сделать 6 накидов, между ними оставить по 1 лицевой. 1 лицевая, 2 лицевая, 3 лицевая, 4 лицевая, 5 лицевая и 6. После шестого накида мы делаем убавочку с наклоном налево. Для этого 3 первых петельки вот так снимаю, как лицевые, провязываю 4-ю петлю и возвращаю на нее наши снятые петельки. Все, на этом раппорт закончен, и мы снова его начинаем с самого начала, то есть с 3 изнаночных петелек. Далее, смотрите, 6-й ряд является повторением 2-го, 7-й ряд повторением 3-го, 8-й ряд повторением 4-го. И затем, начиная с 9-го ряда, мы снова повторяем наш вот этот первый ряд, ну или 5-й, который мы уже разобрали, и так постепенно довязываем 12 рядов. И в 13-м ряду вот эти сектора у нас поменяются с вами местами. Но мы здесь в 13-м ряду с вами обязательно встретимся и разберем, как сделать вот этот наш переход. У меня начинается 13 ряд, как я говорила, мы меняем вот эти сегменты между собой местами. И я покажу, как сделать переход. То есть здесь то же самое, просто следить за направлением, за какую стеночку вы провязываете петли. Итак, у нас начинается с того, что мы должны сделать убавление 4 петелек по направлению направо. Мы должны провязать все петельки вместе за переднюю стеночку. Значит, смотрите, 3 первых изнаночных мы предварительно переворачиваем за передние стенки. Лицевая 4-я, она у нас уже лежит под правильным, так сказать, углом. И провязываем вместе 4 петли. Далее нам нужно сделать 6 накидов, между ними оставить по 1 лицевой петельке. Лицевые у нас идут обычные, поэтому мы их провязываем всегда петли, независимо от того, какая это петля будет, изнаночная, лицевая, мы ее всегда вяжем за правую стеночку петли. Итак, смотрите, считаю опять одни накиды. Накид, лицевая, вяжу за заднюю стеночку, так как это изнаночная петля. 2, это накид, лицевая, за переднюю стеночку. 3, лицевая, 4, лицевая, 5, лицевая и 6-й накид, после него петельки, 4 петли вместе с наклоном налево. То есть все петельки мы должны провязать за заднюю стеночку. Но здесь мы чуть-чуть по-другому делаем. Смотрите, переснимаю 1, здесь за заднюю стеночку снимаю 2, 3 и 4-ю петлю вяжу лицевой. И теперь вот эти 3 снятых петельки
накидываю на провязанную петлю. Вот мы провязали вот этот большой сегмент. Далее у нас идут 3 изнаночных петли. Так как это у нас идут лицевые петельки, 3 петли нам надо провязать за передние стеночки. В дальнейшем все изнаночные, конечно, у нас снова будут вязаться за заднюю стеночку. Это просто так идет при формировании нашего узора. Далее у нас идут 3 петельки вместе со скрещенной петлей. Как я говорила, первые 2 петли, они у нас так и будут провязываться за переднюю стеночку, а вот 3-ю петлю нам нужно перевернуть вот таким вот образом, чтобы правая стенка была позади. И она у нас вязалась за левую стеночку. И провязываем 3 петельки вместе. Далее у нас идет накид, изнаночная. Так как это лицевая петля, мы ее провязываем за правую стеночку. Это за переднюю стенку было. И изнаночная. И у нас идет 3 петельки вместе, скрещенные. В данном случае это будет петля первая скрещенная, то есть мы ее также снимаем сначала за переднюю стеночку и подготавливаем следующие петельки. Мы их разворачиваем так, чтобы их можно было провязать, как обычную лицевую, за заднюю стеночку. И возвращаю первую вот эту лицевую, она у нас остается также за переднюю стеночку. Она у нас должна быть перекрещенной. И провязываем 3 петли вместе. И заканчивается раппорт узора у нас 3 изнаночными петельками. И так как до этого по схеме, видите, это были лицевые петельки, мы их также, эти 3 изнаночные, вяжем за переднюю стеночку. И повторяем раппорт в начале. Подготавливаем петельки, то есть мы их переворачиваем за передние стеночки и провязываем 4 петли вместе. То есть делаем повтор нашего узора. Повторяем мы его, как напоминаю, только 3 раза. У нас 3 раппорта. И затем давайте еще раз встретимся в 14 ряду. Я покажу, как у нас петельки встали все на свои места. У меня начинается 14 ряд, и я хочу показать, как теперь это все будет выглядеть. Смотрите, вначале у нас будут обычные лицевые, вот в этом сегменте перекрещенные. Мы также начинаем вязание с 13 лицевых, накид и лицевые провязываем все за переднюю стеночку. Между вот этими сегментами у нас идут по 3 изнаночных, которые мы вяжем за заднюю стеночку. И далее идут скрещенные лицевые. Смотрите, и не забывайте, что сначала вот в этом ряду, самым первым, где идут у нас убавления, у нас остается только 5 петелек. И в следующем, в четном ряду, мы эти петельки возобновляем, как бы наше вот это постоянное число 7. Смотрите, лицевую мы провязываем за заднюю стеночку, делаем накид, вяжем следующую петлю лицевой, затем изнаночная, накид провязываем лицевой, снова делаем накид и скрещенная лицевая. Заканчивается раппорт узора у нас 3 изнаночными петельками. Все. Далее у нас уже идут здесь одни лицевые петельки, здесь идет скрещенная лицевая, изнаночная скрещенная лицевая, то есть чередование. Вот этот накид, то есть мы провязываем изнаночной петелькой. Смотрите только так, чтобы также петля не была здесь скрещенной, чтобы вот эта дырочка у нас ажурная не пропала с вами. Вот. И, как я уже говорила, это повторяем мы каждые 4 ряда нашей убавочки. То есть это было в 13 ряду убавочка, затем в 17, 21. То есть как бы вяжем также 12 вот этих вот рядов, начиная с 13 по 24, повторяя каждый раз с 13 по 16 ряд наши петли. А они похожи на наши вот эти ряды, то, что мы вязали в начале. Вот. Мне кажется, достаточно подробно я разобрала с вами вот этот узор, рисунок. Если будут какие-то вопросы,
пишите их в комментарии. Эта схема обязательно будет размещена отдельным постом или статьей на других моих вязальных каналах. И ссылочку вы найдете под видео. Пока мы продолжаем вязать вплоть до 24 ряда. И мы встретимся с вами снова в 25 ряду. Мы начнем наш раппорт узора с самого начала. То есть вот с этого первого ряда. Я покажу, как его восстановить. И далее мы уже просто продолжим вязать с вами вверх. Я провязала 24 ряда, не считая вот этого первого, он у нас был нулевым рядом установочного. То есть сейчас у нас закончен полностью раппорт узора, и мы начинаем его вязать как бы заново. Начинаем вязать мы также с 3 изнаночных петелек. Смотрите, до этого у нас был вот этот широкий сегмент. Поэтому у нас здесь все петельки развернуты так, что их нужно провязать за переднюю стеночку. Вяжем 1, 2, 3. Далее у нас идет двойное убавление с перекрещиванием направо. То есть третью петельку нам нужно сделать перекрещенной. Первые 2 петельки у нас уже лежат как надо, то есть это... Они у нас повернуты за переднюю стеночку, чтобы их провязать. А третью петлю мы разворачиваем вот таким вот образом, чтобы она у нас при провязывании петелек за переднюю стеночку стала перекрещенной петлей. Далее у нас идет накид, изнаночный накид. Накид, изнаночную также вяжем за переднюю стеночку, так как у нас до этого была лицевая. Делаем накид, и теперь нам перекрещенная петелька нужна, вот эта первая петля. Мы перекрещивание будем провязывать за заднюю стеночку, поэтому у нас уже эта петелька лежит как нужно. Мы ее снимаем, а следующие 2 мы переворачиваем так, чтобы они лежали так, чтобы их можно провязать было за заднюю стеночку. Эту петельку мы оставляем в таком же положении, то есть чтобы петля получилась скрещенная, нам нужно ее провязать вот за эту стенку, за заднюю. И вяжем 3 петли вместе. У нас осталось с вами 3 лицевые, и мы их провязываем изнаночными петельками. 1, 2, 3. Все, этот сегмент мы связали, создали его из вот этого широкого сегмента, то есть это еще должно быть вам вот эти изнаночные петельки и ориентиром. А теперь мы переходим к вязанию широкого сегмента, который у нас начинается с убавления в 4 петли. И 4 петельки у нас будут с наклоном направо, поэтому все петли, так как у нас здесь нет ни одной перекрещенной петли, мы должны развернуть так, чтобы их можно было провязать за переднюю стеночку. 3 изнаночных мы снимаем, это уже была лицевой петелька, она уже лежит правильно, и возвращаем их на спицу, все 3 изнаночных, так, чтобы они приняли точно такое же положение, как и вот это петелька наша. И также с помощью крючка провязываем все наши 4 петли вместе. Вот и все. Далее мы делаем 6 накидов, между ними оставляем лицевую. И здесь нужно быть чуть внимательнее. Все у нас лицевые не перекрещенные, поэтому мы все петельки, независимо от того, какая петля была до этого, должны провязать за нужную стеночку, за правую. Делаем первый накид 1, далее вяжем лицевую, второй накид, вяжем лицевую, третий, лицевая, четвертый, лицевая, 5 лицевая и 6 накид. Я думаю, вы заметили, там, где была у меня изнаночная, я вязала лицевую, провязывала в нее лицевую за заднюю стеночку, а где была лицевая до этого, я вязала ее за переднюю стенку. Теперь нам нужно сделать 4 петли вместе с наклоном налево. Все петельки мы должны провязать за заднюю стеночку. Для этого мы просто вот эту последнюю лицевую
переворачиваем так, чтобы можно было ее связать за заднюю стенку. И изнаночные уже у нас лежат как надо. Мы также вот эти 3 петли снимаем. Последняя изнаночная, мы ее провязываем лицевой. И все вот эти 3 петельки мы накидываем. Вот и все. То есть 6-й накид у нас должен оказаться прямиком перед убавлением. Не забываем, что во втором ряду сделать вот этот накид мы должны довести количество вот этих лицевых до 7. Сейчас у нас благодаря вот этим убавочкам их осталось только 5. То есть четный ряд их возвращает в нужное количество. Вот. Далее мы продолжаем вязать точно так же. Еще нам нужно сделать также еще 2 раза, так как у нас 3 раппорта. И мы продолжаем вязать снова 2 ряд, 3 и так далее. Все эти ряды я уже подробно объяснила перед этим. Также вы можете сделать для себя скриншот схемы, либо перейти по ссылке и найти статью, где я обязательно включу вот эту схему. Вот, а пока продолжаем вязать. Всего я буду вязать 96 рядов, то есть мы повторим с вами 4 раза вот этот раппорт на 24 ряда. И мы затем с вами снова встретимся. Мы будем делать сразу с вами манжет. Сейчас я вам покажу. Он будет такой достаточно удлиненный. Вот, для этого нам понадобится спицы номер 3,5. И в первом же ряду манжета, когда мы начнем формировать резинку, мы будем делать необходимые нам убавления. Вот, пока продолжаем вязать по узору. Я провязала рукав на высоту 96 рядов. То есть у меня провязано полностью 4 раппорта узора. По длине это около 34-35 сантиметров. Но это до ВТО, то есть до стирки. Возможно, это чуть-чуть материал еще потянется. Я уже перешла на спицы номер 3,5. Теперь мы с вами будем вывязывать манжет, при этом убавляя наши петельки. Смотрите, манжет достаточно длинный, по высоте около 9 рядов. Ой, извините, около 9 сантиметров. И убавлять мы будем достаточно много петелек. Поэтому будьте внимательны. Убавлять мы будем при вывязывании лицевой петельки. А где у нас идут вот эти 3 изнаночных, мы здесь будем подряд убавлять лицевая и изнаночная. Сейчас вы поймете. То есть на протяжении 26 петелек я вам покажу, как делать убавление. 2 лицевых, смотрите, вот они уже у нас лежат за переднюю стеночку. Мы провязываем вместе за переднюю стенку. Лицевая, изнаночную вяжу из одной петли. Снова при лицевой петельке делаю убавочку, изнаночную провязываю. Лицевая, убавляю, изнаночная провязываю. Лицевая, изнаночная. И теперь смотрите, следующая петля у нас должна быть лицевой. Одну из изнаночных петелек я переворачиваю так, чтобы ее можно было связать за переднюю стеночку и провязываю лицевой. У нас осталось от первой вот этой изнаночной дорожки 2 изнаночных. Я их переворачиваю так, чтобы можно провязать было вместе изнаночной петлей за переднюю стеночку. И продолжаем снова лицевая и изнаночная. Где у нас изнаночные петельки, я переворачиваю петли так, чтобы их можно было связать за переднюю стенку. Лицевая, изнаночная. Теперь переворачиваю изнаночную петлю. Лицевая, изнаночная. Снова у нас дорожка из изнаночных петелек. Поэтому вот эту изнаночную я переворачиваю, чтобы провязать ее вместе лицевой за переднюю стеночку. И у нас осталось 2 последних изнаночных петли. Их всегда мы будем провязывать изнаночной вместе за переднюю стеночку. Вот у нас провязано 26 петелек.
То есть достаточно несложно это сделать. И смотрите, сколько у нас петелек остается от 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 петелек у нас осталось. То есть мы еще раз убавляем. У нас осталось еще 2 раппорта узора. И в конце у нас должно остаться с вами 48 петелек. То есть по 16 петелек 3 раза. И начиная со второго ряда мы продолжаем вязать обыкновенную резиночку. 1 на 1, провязывая лицевую за переднюю стеночку, а изнаночную за заднюю. То есть нам здесь не нужно получать перекрещенные петельки, поэтому петли мы всегда провязываем за правую стеночку петли. Вязать я буду на высоту 26 рядов, и затем в 28 ряду мы с вами встретимся и закроем все петельки. Манжет вязать вы можете на любую удобную вам высоту, которая вам нужна. После того, как я провязала резиночку, петли мы начинаем закрывать самым обычным способом. Первую лицевую провязываем, затем вяжем изнаночную и набрасываем на нее предыдущую петлю. Итак, провязываем по узору, набрасываем предыдущие петельки. Петли пытайтесь сильно не затягивать, чтобы у нас не перетянуть манжет. Оставляем среднее натяжение резинки. После того, как мы закрыли последнюю петельку, с помощью иголки заправляем наши кончики. Входим под первую закрытую косичку и возвращаемся в середину последней. Все, и на этом мы прячем кончики ниточек. Вам останется довязать только второй рукавчик. У меня же джемпер полностью закончил. Осталось мне его только постирать и высушить. А я на этом буду с вами прощаться. Всем до новых встреч. Пока-пока.